Я работаю на такой работе, что иногда мне приходится уезжать из дому на несколько дней. И вот однажды, когда я уже собирался выходить, в дверь моей квартиры постучал человек без определенного места жительства. Он попросил впустить его, накормить и, если возможно, даже позволить ему переночевать. Я объяснил ему, что я сейчас уезжаю на несколько дней, а оставить незнакомого человека наедине с моей женой и дочерей я не могу. Но он начал меня уверять, что он хороший, порядочный человек, и бояться его вообще не стоит. Тогда я сказал ему: хорошо, я сейчас озвучу тебе правила пребывания в моем доме. Если ты согласен их соблюдать, можешь остаться. Если нет, извини, я тебя не пущу даже и на порог своего дома. Он сказал: хорошо, говори свои правила. Я и говорю ему. Первое правило: не ложиться в постель с моей женой. Второе правило: если увидишь деньги или ценности, не прикасайся к ним, они не твои. И третье правило: не проявлять физического насилия ни к моей жене, ни к моей дочери. Он спросил: и это все? Я говорю: да. Если ты согласен, можешь войти. Этот человек радостно поблагодарил меня и сказал: конечно, я согласен, я буду соблюдать все эти правила. И зашел в дом. А я уехал. На следующий день я позвонил своей жене и спросил, как все прошло. Она сказала, что этот человек был очень счастлив, благодарен нам, и рано утром он попрощался и ушел. А я спросил: скажи, а он не обиделся, что я озвучил ему такие, казалось бы, странные правила? Она сказала: нет, он наоборот был очень рад и благодарен нам. Прошло несколько недель. И однажды ко мне приехал мой отец погостить на неделю. Но так получилось, что именно в этот день мне снова надо было уезжать по работе на несколько дней. И тут я почему-то вспомнил того бездомного человека и вспомнил про эти правила. Я подумал: слушай, а ведь правила-то хорошие. Люди, которые их соблюдают, остаются довольны и счастливы. Значит, я буду озвучивать эти правила абсолютно всем гостям моего дома. И вот я встречаю отца на пороге и воодушевленно, на полном энтузиазме говорю ему: папа, я сегодня уезжаю на несколько дней, но у меня есть правила, которые должны соблюдать все гости моего дома. Если ты согласен их соблюдать, заходи. Если нет, извини, я не могу тебя впустить на порог своего дома. Отец сильно удивился и спросил: а какие такие еще правила? Я говорю: ну, правило первое — не ложиться в постель с моей женой. Правило второе — если ты увидишь деньги или ценности в моем доме, не прикасайся даже к ним, они не твои. Правило третье — не проявлять физического насилия ни к моей жене, ни к моей дочери. Отец посмотрел на меня с недоумением и сказал: сынок, с тобой все нормально. Ты это сейчас серьезно? Я говорю: пап, но это же хорошие правила, они придуманы для добра. Вот 2 недели назад точно эти же правила я озвучил бездомному, который просился переночевать у меня дома, и он с радостью согласился их соблюдать. Почему у тебя такая странная реакция на них? Отец посмотрел на меня с болью и сказал: спасибо, но, наверное, я пойду поживу эту неделю у других наших родственников. И ушел. Это была притча. А разумеется, у меня достаточно здравого смысла, чтобы не оставлять на ночь незнакомого бездомного наедине с моей женой и дочерью. И тем более у меня хватило бы ума не встречать родного отца на пороге дома со словами: прежде чем войти, выслушай правила моего дома. Но это притча. И эта притча ярко показывает одну важную вещь. Соблюдение закона — это не зло. Это хорошая идея, которая ведет к добру, безопасности и порядку. Но тогда возникает вопрос: почему в одном случае мои правила были абсолютно уместны, разумны и даже желанны, а в другом случае они прозвучали как оскорбление? Почему бездомному человеку эти правила были необходимы? Почему он услышал их и с благодарностью и радостью их исполнял? И в результате чего все остались спокойны и довольны и счастливы. Но почему абсолютно те же самые правила
обращенные к отцу моему, прозвучали как плевок в лицо. Ведь и отец, и бездомный, они оба являются людьми, и оба являются Божьим творением. Так почему для одного соблюдать закон – это естественная необходимость, а для другого – унижение? Почему один спокойно принимает правила, а второй воспринимает их как оскорбление? Разве перед Богом люди не равны? Разве Божьи принципы не одинаковы для всех? И вот здесь кроется ответ. Принципиальная разница между бездомным и моим отцом – это наличие любви. Мой отец любит мою семью, а бездомный – нет. Вы спросите, хорошо, так к чему ты ведешь? Ты хочешь сказать, что те люди, которые имеют любовь, им не надо уже соблюдать 10 заповедей? Да, друзья, именно так, 100%. Я вас удивлю, об этом даже написано в Библии. Ибо любящий другого исполнил закон. Заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Часто можно услышать извечный вопрос: что такое любовь? Но лучше всего Библия объясняет: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Этот текст весьма красочно объясняет, как можно определить, живет ли Бог в конкретном человеке. Если этот человек любит, значит, в нем живет Бог. Если в человеке живет Бог, такой человек не может по своей природе делать грех. Он не может нарушать закон. Заметьте, я не сказал, он должен соблюдать закон, чтобы доказать, что он любит Бога. Нет, я сказал, он не может жить вопреки закону. Однажды я пришел в церковь и присоединился к группе, где обсуждали библейскую тему «Важность соблюдения 10 заповедей». И я заметил, что в этой группе в основном были пожилые служители церкви, пасторы, которые уже давно вышли на пенсию, люди опытные и авторитетные. Поэтому мне было особенно интересно послушать их мнение. И вот один из них, пожилой мужчина лет так 75, говорит: друзья, какой мудрый Бог, что дал нам 10 заповедей. Эти заповеди служат для нас оградой от греха. Посмотрите вон на тех людей, которые не знают закона Божьего. Они убивают, воруют, изменяют своим супругам. Просто какой-то мрак творится. Как хорошо, что этот закон удерживает нас всех от этих вещей. И все вокруг подхватывают: да, брат, аминь. Если бы не закон, где мы бы были? А я такой сижу и думаю, они это сейчас серьезно все говорят? Неужели эти люди действительно считают, что единственное, что удерживает их от убийств, воровства и измены, это строчка в законе? Я не выдержал и задал вопрос этому пожилому пастору. Я сказал: простите меня, но я хочу задать вам один личный вопрос. Представьте, что в Библии не существует, к примеру, 7 заповеди. И вообще во всей Библии нет даже и маленького намека на то, что прелюбодеяние – это грех. Скажите только честно, вы бы тогда изменяли своей жене? Он даже не задумался и спокойно мне ответил: конечно же да, потому что тогда это было бы уже не грехом. В группе раздался смех, люди посчитали это шуткой. Засмеялись почти все. Почти. Кроме одной пожилой женщины, которая сидела рядом с этим пастором, держа его за руку. Это была его жена. Сегодня я хочу задать вопрос каждому из вас, мои друзья-христиане. Один честный вопрос. Представьте на минуту, что не существует заповеди «не убей». И даже в государственных законах нет наказания за убийство. Ты можешь убивать людей, и тебе за это ничего не будет. Ни греха, ни тюрьмы, ни наказания, абсолютно ничего. Скажите только честно, кто из вас смог бы пойти и убить человека, зная, что этим вы принесете в его дом страшное горе,
что дети будут плакать у гроба своего папы, жена будет рыдать, теряя сознание, а пожилые родители будут хоронить собственного ребенка. Скажите, вы бы смогли бы это сделать? А теперь представьте другое. Заповеди «не прелюбодействуй» не существует в Библии. Нет в Библии даже маленького намека на то, что измена – это грех. Скажите, вы бы тогда изменяли своему мужу или жене? Когда я прошелся мысленно по всем 10 заповедям, я задал себе все эти вопросы. И вдруг я понял одну интересную вещь, что лично мне закон 10 заповедей абсолютно не нужен. К примеру, я настолько люблю свою жену, что даже если бы и существовала заповедь «иди и прелюбодействуй», я бы этого никогда не сделал. А знаете почему? Потому что я очень сильно люблю свою жену, и мне никто не нужен, кроме нее. А что касается заповеди «не убей», к примеру, так я даже курице не могу голову отрубить. Мне жалко живое существо. Что тогда говорить о том, чтобы пойти и убить человека? Есть эта заповедь или нет ее, для меня ничего не меняется. Я все равно не могу убивать ни животное, ни человека, потому что это противоестественно моей природе. Однажды, когда моего отца не было дома, мама попросила меня пойти обезглавить курицу. А я этого никогда раньше не делал. Я пошел в сарай и взял первый попавшийся топор. А он, как я потом уже понял, оказался недостаточно острым. Но было уже поздно, когда я это понял. Надеюсь, не надо рассказывать, какой ужас произошел с той курицей. Та курица умерла мученической смертью, а я получил неизгладимую душевную травму. И это был мой первый и последний раз в моей жизни. Поэтому заповедь «не убей» меня абсолютно не касается. А возьмем, к примеру, заповедь «не кради». Вот скажите только честно, вы бы могли пойти и украсть пенсию у своей пожилой мамы или бабушки? Нет? А почему? Потому что в вашем сердце живет любовь к ней. И когда я прошелся по всем 10 заповедям, я понял простую вещь. Если в сердце человека живет любовь, а любовь это и есть сам Бог, то такому человеку не нужно соблюдать закон. Закон его просто не касается. Он написан не для него. Точно так же, как и правила моего дома, которые я озвучил моему отцу в притче. Эти правила ему были не нужны. Почему? Потому что он любит своих детей и свою внучку. Более того, требование соблюдать эти правила даже обидело его. Точно так же и человек, который любит ближнего и Бога. Ему не нужен закон 10 заповедей. И более того, когда ему начинают говорить в церкви, тебе обязательно нужно соблюдать заповеди, это может прозвучать почти как оскорбление для такого человека. Потому что любовь уже делает то, к чему закон только призывает. Именно поэтому апостол Павел и пишет: закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, для человека-убийц. Обратите внимание, Писание говорит, закон положен не для праведника, он дан для нечестивых, для тех, кого нужно удерживать от зла. Поэтому, если вы слышите в церкви проповедь: «Вам необходим закон Божий, вы должны его соблюдать», то если следовать логике этого библейского текста, получается, что в церкви слушатели считают нечестивыми, грешниками, убийцами и преступниками. Честно говоря, меня бы это очень сильно обидело. Теперь еще один интересный текст. В синодальном переводе написано: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Звучит почти как вызов. А ну-ка, докажи, что любишь меня. Соблюдай заповеди. Но в греческом построчном переводе смысл звучит абсолютно иначе. Если любите меня, заповеди мои будете соблюдать. То есть любовь не заставляет соблюдать заповеди. Любовь делает так, что человек сам живет по ним, даже того и не сознавая. Кстати говоря, эти слова под фразой «заповеди мои»
И Иисус имел в виду призыв любить Бога всем сердцем, всей душою, а также любить ближнего своего, как самого себя. И всегда, когда Иисус говорит о заповедях Его, Он имеет в виду не 10 заповедей, а те слова, которые Он заповедал своим ученикам. А Он всегда говорил о любви к Богу и ближнему. Практически все притчи Иисуса о любви, все проповеди Иисуса о любви и прощении. Поэтому заповедь Иисуса – это призыв любить. Если в твоем сердце живет любовь к Богу и к ближнему, а потом тебе показывают 10 заповедей и говорят, их нужно соблюдать, ты должен соблюдать закон, тогда ты сможешь обнаружить удивительную вещь. Оказывается, имея любовь, ты и так всю жизнь свою жил по этому закону, сам того не осознавая. Часто прогуливаясь в парке, можно заметить, как люди выгуливают своих собак. Одни из них в намордниках и на поводке, а другие же свободно бегают без всяких ограничений. И невольно возникает вопрос, почему одни собаки ограничены намордником и поводком, а другие наслаждаются полной свободой? Ведь условия у всех одинаковые. У каждой собаки есть хозяин, все гуляют по одному и тому же парку, их окружают одни и те же люди. Внешне абсолютно никакой разницы. Но разница есть, и она внутри. Одни собаки наполнены дружелюбием, доверием, спокойствием, а другие же несут в себе агрессию, злобу и опасность. И именно это определяет, будут ли они на свободе или под строгим контролем. Разница всего в одном – в наличии любви. Там, где есть любовь, нет нужды в наморднике. Там, где есть любовь, не требуется поводок. Любовь сама управляет, удерживает и направляет человека. Но там, где любви нет, приходит закон, правила и ограничения. Если нет в сердце любви, ему необходим закон, как намордник и поводок, которые сдерживают его от зла. Закон ограничивает, удерживает и не дает разрушить ни себя, ни окружающих. И потому закон – это не наказание, а милость, это защита, это необходимое средство для тех, в ком нет любви. А если в них нет любви, значит в них нет и Бога. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, я не говорю, что закон Божий не нужен людям. Нет, я говорю абсолютно другое. Закон Божий не нужен христианам, в сердце которых живет любовь. А тем, у кого любви нет, во-первых, такие люди не имеют права называться христианами. А во-вторых, именно таким людям закон и нужен. Он нужен как воздух. Он им просто необходим. Потому что без любви они начнут творить просто хаос. Такие люди начнут уничтожать друг друга, воровать, убивать, изменять своим женам, мужьям, клеветать друг на друга, завидовать и так далее по всем пунктам 10 заповедей. А вот христианин – это человек, в сердце которого живет Бог. Имеется в виду любовь. И поэтому он любит Бога, и он любит ближнего своего. Такие люди по своей природе не способны просто делать зло. Грех для них не запрет какой-то. Грех для них – это что-то противоестественное их природе. И по сути таким людям закон 10 заповедей просто не нужен. Часто можно услышать такое возражение. Вот вы говорите, что закон не нужен, да? Значит, теперь можно идти убивать, воровать, насиловать и так далее, да? Я знал одного человека, который 20 лет был алкоголиком. Затем он пришел в церковь и бросил пить. 10 лет он не прикасался к алкоголю вообще. Но потом он ушел из церкви почему-то и снова начал тяжело пить. Однажды я спросил его, как ему удалось тогда освободиться от зависимости и все эти годы абсолютно не прикасаться к спиртному. Он сказал, что он избегал мест, где наливают спиртное, старался даже не чувствовать запаха водки или вина. И все эти 10 лет он находился в постоянной борьбе с искушением. И я понял, будучи христианином, он так и оставался внутри тем же самым алкоголиком, зависимым, несвободным и лишь всегда сдерживающим себя усилием сильной воли. Точно так же и многие люди, грешники, насильники, воры, клеветники, блудники, они все приходят в церковь, называют себя христианами,
участвуют даже в служении и проповедуют из-за кафедры. Но внутри они боятся. Если исчезнет закон, который их удерживает от похоти их же, они сорвутся и пустятся во все тяжкие. И поэтому я скажу прямо, друзья, ни в коем случае не отнимайте у таких людей закон. Это единственное, что удерживает их от греха, с которым они все еще борются. Именно благодаря закону они сохраняют хотя бы внешний человеческий облик. Как мой знакомый, будучи трезвенником, по своей природе все еще оставался алкоголиком, так и эти верующие, называя себя христианами, по внутреннему состоянию остаются теми же ворами, блудниками, клеветниками и убийцами. Так позвольте же закону удерживать их похоти, словно дикого зверя в тесной клетке. Так будет лучше и для них, и для общества, среди которого они живут. И помните, друзья, закон не спасает. Он лишь сдерживает грешника от неутолимого желания делать зло и открывает правду, живет ли в сердце этого человека Бог. Если ты хочешь украсть, но не делаешь это лишь потому, что закон запрещает, то ты не перестал быть вором. Ты просто вор, который боится наказания. Если ты смотришь с похотью на других женщин, но не изменяешь своей жене только из-за страха перед законом, ты не стал верным. Ты блудник, которого удерживает страх последствий. Если в твоем сердце рождается желание убить, но тебя останавливает лишь закон и страх расплаты, то ты не свободен от этого зла. Ты убийца, которого сдерживает лишь страх. Для грешника 10 заповедей– это клетка, которая сдерживает зло, которое живет в нем и рвется изо всех сил наружу. Для праведника же 10 заповедей– это зеркало, в котором видно, живет ли в нем Бог, то есть любовь. Если же в этом зеркале отражается обманщик, который только выдает себя за праведника, то там нет Бога. Он просто себя обманывает. Если же Бога нет в вашем сердце, друзья, не откладывайте. Придите к Нему сейчас. Откройтесь перед Ним. Позвольте Ему войти в вашу жизнь и изменить вас изнутри. Позвольте любви Божьей поселиться в вашем сердце и преобразить все ваше естество. И помните, закон не нужен праведникам. Он нужен нечестивцам. Подписывайтесь на канал, если тебе нужна правда, а не удобная ложь. Пока.